Всем привет! К последнему видео по теме тактика в эндшпиле я получил комментарий с вопросом. Вопрос был, почему нельзя забирать коня. Вот. И я так думаю, что, возможно, и к другим видео есть вопросы какие-то. Тактика в эндшпиле – это не всегда какая-то очень простая тактика. Есть какие-то более сложные такие позиции, которые нужно знать. Вот. И я решил сделать такое небольшое видео с объяснениями. И я не просто буду показывать позиции из вот этих коротких видео, но, может быть, немножко буду рассказывать о том, какое место занимает эндшпиль в обучении шахматам и вообще в шахматах. И делиться какими-то своими взглядами на обучение шахматам. Вот. Надеюсь, это будет кому-то полезно, будет интересно. Начнем с первой позиции. Как раз вопрос был в том, почему на ход король b7, конь a8, вот, конь идет в угол, почему нельзя забрать просто этого коня. Вот, это очень такая хитрая позиция. Значит, идея здесь черных в том, что они могут заблокировать короля так, чтобы он не вышел из-под пешки никуда. Вот. И, соответственно, пешка не прошла в ферзи. Но единственное, здесь вот стоит такой нелегкий, непростой выбор. Нелегкий. На какое поле поставить короля? Вот. На поле c7 или на поле c8. Вот. Здесь есть такое правило. Если, конечно, это редкая позиция, может быть, она не встретится в вашей партии, но если все-таки встретится, она очень красивая, эстетически, интересная такая. У белых лишний конь, они выиграть не могут. И есть правило такое, вам нужно посмотреть, на каком поле стоит конь сильнейшей стороны. В данном случае конь стоит у нас на черном поле, и нужно просто встать на поле этого цвета, черного, на черное поле. Если бы конь стоял где-нибудь на белом поле, мы бы встали на белое поле. Что теперь происходит? Если пойти сюда, то белые, они, наверное, попытаются как-то выгнать этого короля, да, чтобы король белый вышел и пешка прошла в ферзи. Но, к сожалению, это не удается, потому что конь не может выиграть темп. Конь не может, вот у черного короля два хода, да, он может ходить туда-сюда. И конь тоже, он может ходить туда-сюда, он не может на это же поле, да, скажем, на поле d4 прийти не за два хода, а за три, вот, как слон. Слон может, например, там пойти раз, два, раз, два, три. И вернуться на поле А1, да, три хода сделать. Конь этого не может, и сейчас он просто дает шахи, а черный король, он никак не реагирует. Даже если коня отдадут, близко подойдут, все равно черный король никак не реагирует. Он просто стоит на месте. Когда ему шах дают, он отходит. Вот. И таким образом получается ничья. Почему выигрыш в конце? Потому что мы не реагируем на этот ход, а мы делаем вот такой хитрый ход конем, после которого образуется цуксванг. Если забрать, то черный король уже не успевает обратно вернуться. Вот, конечно, здесь, наверное, можно попробовать... нет, уже здесь нельзя, наверное, попробовать пойти выждать, да, вот сюда, потому что тогда мы не доберемся до этого поля. А на это поле мы не сможем встать. Вот, конь это поле контролирует. Да, очень красивое решение.